Согласитесь, в жизни каждого из нас ничто так сильно не пугает, как неизвестность. Допустим, когда кто-то из нас устраивается на работу и не знает, что его ждет дальше. Когда мы вступаем в какие-либо отношения, то я надежду, что все должно быть хорошо, но порой оно складывается в негативную сторону, и это заставляет нас опечалиться еще больше. Но справиться со страхом, когда человек идет в неизвестность, когда он дезориентирован, практически невозможно. А что, если на его пути появятся существа, о которых он и не подозревает? Или начнет слышать страшные звуки на этом томном, мрачном и шепчущем пути смерти? Сегодня мы отправимся в загадочный национальный парк с броским названием Мясная яма. Погнали! Как же необычно и загадочно начинать свое повествование с дыни. Иллюстратор Тревор Робертс, который работал в небольшой архитектурной компании, смог показать нам действительно важные и интересные кадры, которые можно изучить в интернете. Ведь однажды, когда он работал, то увидел на столе одного из своих коллег кусок дыни, который выглядел достаточно странно и непонятно. Дыня настолько вдохновила мужчину, что тот сфотографировал ее и еще долгое время пытался понять, чем же она его цепляет. Впоследствии он примет навыки фотошопа, добавит красок и воссоздаст определенный образ той самой мясной ямы. А теперь, после такого маленького лирического отступления, погружаемся в пучину событий. Уже прошло порядка 40 лет с того момента, как данная история взяла свое начало. Дело было в Техасе. Однажды шахтеры занимались привычным для себя делом, а конкретно бурили скважину в поисках нефти и случайным образом наткнулись на странный слой почвы. Самостоятельно дать оценку находки у них не получилось, и было принято решение вызвать тех людей, чьи умы способны провести анализ. Ученые, строители, геологи, а также представители из различных засекреченных организаций. Начались раскопки, и в процессе был обнаружен живой, но при этом никому неизвестный организм. Ученые сделали однозначный вывод. Биологическая структура организма схожа по структуре с элементарными млекопитающими. Его кожа состояла из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. Туннель, который раскапывали люди общими силами, был действительно опасен. И не только тем, что был найден неизведанный организм, но и тем, что в нем можно было сделать поворот не туда и просто заблудиться. Еще одной проблемой было то, что в туннеле происходили спазмы. Стенки ямы непроизвольно сокращались, а вдобавок на стенках жили маленькие неизведанные существа. Для того, чтобы спуститься в эту яму, нужно было надеть специальный защитный костюм. Еще одной способностью ямы было то, что она способна вытягивать существующую в ней влагу. То есть теперь, сопоставляя то, что мы услышали, можно понять, что данная яма и есть один живой и неизведанный организм. Один из самых популярных обитателей ямы – это глубинный веслоногий рачок, который получил свою дурную славу среди исследователей и персонала парка. Такие ракообразные являются самыми крупными и в одном большом организме представляют опасность для каждого, кто столкнется с ними. У данных раков присутствуют весла, или, простыми словами, передние конечности, благодаря которым они могут перемещаться по яме абсолютно без звука. Но зная определенные правила безопасности, персонал и посетители могли избегать встречи с такими ракообразными. Еще одно острое и колкое название для обитателей дали одному из организмов ласка. Чтобы не загружать ваш мозг, просто представьте длиннохвостое существо, которое обитает внутри складок организма. Спустя 1000 лет оно стало настолько длинным, из-за чего потеряло слух, зрение и мускулатуру. Ласка питается соками организма через тонкие кожаные мембраны. В целом, это одно из тех существ, которое является неотъемлемой частью ямы. Если взять что угодно, предмет, человека или просто событие, которое когда-либо происходило, то мы поймем одну схожесть. В этом было что-то особенное. В 80-е годы, когда происходили экскурсии по данному месту, люди отмечали одну особенность. Яма буквально манит к себе, зазывает и всячески пытается сказать «останься со мной навсегда». Будто желает поглотить человека, забрать с собой в неизвестность. Изучать, любоваться и просто интересоваться ямой долго нельзя, иначе яма заинтересуется вами. Учитывая данный фактор, организации и структуры не смогли провести желаемых экспериментов.
поскольку видели, как люди взаимодействовали с ямой и не желали причинять ей боль. Яма стала настолько популярной, что люди писали ей стихи, сочиняли и исполняли песни. В целом проявляли свою любовь так, как умели. Удивительный факт. По сей день не удалось узнать точных размеров ямы и ее глубину. Известно, что она растет и движется к ядру земного шара. Ученые говорят о том, что если данная яма дойдет до центра Земли, то она может вызвать разрушение по всему миру. Шли годы, над туннелем все так же производили доработки и внедряли различные технологии, разработанные компанией по добыче полезных ископаемых. Также были сооружены некие скобы, которые позволили им расширить стенки ямы, и все это было для того, чтобы создать туристическую достопримечательность. Уже позже, в 80-х годах, данное место станет одним из национальных парков Америки и обретет невероятную популярность. Когда стены ямы были укреплены рамами, в тот момент яма издала страшный и удивительный стон, который был слышен на многие километры вперед. Судя по всему, этому живому организму было не по нраву, что с ней делали. Точный возраст ямы до конца неизвестен, но внутри нее были обнаружены раковины древних морских существ. И это приводит к мысли, что когда-то данная яма находилась под водой, прежде чем влага оттуда исчезла и была обнаружена. По подсчетам ученых, это происходило 146 миллионов лет тому назад, и в этом месте был океан. Соответственно, появляется правильная мысль о том, почему в ней обитают неизвестные существа, и становится понятно, что они смогли приспособиться к жизни в этом туннеле. Логичный вопрос всплыл в умах тех, кто был причастен к мясной яме. А почему бы нам не начать зарабатывать еще больше? Помимо того, что здесь стали проводиться экскурсии, люди осознали, что мяса здесь достаточно много, а продавать его можно по заниженной цене. Соответственно, мясо не кончается, а покупки будут продолжаться месяцами или годами. Народ тайком побаивался того, что весь живой организм проснется и самоуничтожится от такого хамского поведения к нему. Все было гладко до 2007 года, пока не наступил самый ужасный момент в истории мясной ямы. Бурение новых скважин продолжалось ровно до 2007 года, пока в один чудесный день не произошла перезагрузка электросети. Система подачи электроэнергии в карьере начала светиться от электричества. Гигантская яма стала сокращаться, проходы сужаться, и туристы оказались в ловушке. Вскоре началась спасательная операция. План был прост. Ученые решили сбросить в яму токсины в надежде на то, что это заставит ее выплюнуть находившихся в ней людей. Токсины сработали, и яма выбросила куски одежды и каких-то существ, которые жили внутри нее. Но людей не было. После чего уже зловещая яма выпустила целое облако пара с неприятным запахом, который разошелся на ближайшие 80 километров и отравил все вокруг. А теперь все события произошли настолько быстро, что никто не смог до конца осознать, что все это по-настоящему. А именно эвакуация людей, закрытие отелей вокруг, а все, что строилось, навсегда остановилось в своем развитии. Теперь, чтобы попасть на место катастрофы, необходимо было иметь усиленный допуск, который был лишь у десятков человек. Теперь данная яма стала объектом для изучения. Удалось выяснить следующее. У мясной ямы есть 5 конечностей. Какая часть из них является рукой, ногой или головой, пока неизвестно. После того, как яма выбросила свои токсины, она вновь впала в спячку. Порой она двигается и издает звуки, но лишь потому, что хочет отреагировать на тех людей, кто ее исследует. Действительно ходят слухи о том, что яма забрала более 750 человек. И с 2007 года по сей день данный парк закрыт навсегда. Здесь произошло слишком много ужасных событий, и тех, которым дать трезвую оценку, будет слишком сложно. Есть одна версия, почему яма цепляла человека и заставляла влюбляться в себя. И больше всего люди склоняются к той теории, что человек способен умиляться чем-то огромным, большим и невероятным. Когда мы наблюдаем за ночным небом, где много звезд, мы буквально не можем оторвать свой взгляд. А если с него падают звезды, то мы будем очень долго пребывать в состоянии эйфории. Так произошло и с ямой. Это был огромный организм, который издавал звуки, пытался разговаривать с посетителями и персоналом, а также внушал любовь тем, что был очень огромным.
а неизведанное и большое способно понравиться человеку очень легко. В особенности, если это не дает негативной эмоции. То бишь люди могли избегать ракообразных и других существ, которые могли бы быть опасны, но все же находили способы исследовать параллельно от опасности. В туннелях рабочих существовал такой молитвенный жетон. Каждый день рабочие впахивали до седьмого пота, перед этим читая свою собственную молитву, веря в то, что все может закончиться хорошо. Лезли в узкие туннели в полной экипировке, которая по своему виду могла напоминать одеянием космонавта. А затем доставали домкрат и при помощи него открывали себе путь вперед к новым локациям, в надежде, что их не зажует где-то по пути. Но, к сожалению, для многих в 2007 году все закончилось слишком печально. Рабочие были настолько верны своему делу, что в день трагедии многие группы оставались до самого конца в той самой яме, чтобы помочь посетителям парка спастись, дать им возможность жить дальше, ведь они были ни в чем не виноваты. История действительно поражает, и нельзя точно сказать, правда это все или вымысел. Мнение людей будет разным. Кто-то будет думать, что это вымышленная история, и она создана только для того, чтобы привлечь внимание людей и создать очередной инфоповод в интернете. А кто-то будет действительно верить, что все данные события сегодняшней истории происходили. В любом случае, правду мы вряд ли узнаем, ведь большая часть информации об этом месте хорошо засекречена. Поэтому нам остается только гадать. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.